Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 9 июня. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно гармоничный день, поэтому обязательно в этот день, 9 июня, посадите это растение на открытие легкой судьбы, на открытие легкой дороги. Эти растения вы можете выбрать из списка, который мы предложим далее. Объясним, почему именно эти растения в этот день, 9 июня, помогут вам открыть дорогу, а значит, в вашей жизни могут произойти в любой момент кардинальные изменения. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам, друзья, отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодня 9 июня, день, когда небесные тела влияют на нашу активность и на наше настроение особым образом. Обращаем ваше внимание, что сегодня Марс переходит в Тельца и находится в квадрате к Луне в Раке, что вносит свои коррективы в наши планы и действия. А влияние этого аспекта замедляет решительные шаги, заставляет нас экономить энергию и приводит в какой-то степени к состоянию лени и прокрастинации. В этот день многие почувствуют, как тяжело становится подниматься и действовать. Сложные задачи и амбициозные планы могут показаться сегодня вам непосильными, а желание провести день в праздном отдыхе на мягком диване, наслаждаясь вкусной едой, будут сильнее, чем стремление к успеху и к процветанию. Нормой станут сегодня отмена планов и уклонение от обязательств. Это время, когда люди менее склонны к активности и выполнению своих обещаний. По этой причине не стоит торопить кого-либо, давать поручения, выдвигать предложения, инициировать встречи или затевать совместные поездки и проекты. Влияние Луны в Раке, усиливающееся квадратом к Марсу в Тельце, сделает людей более интровертированными и менее коммуникабельными. Поэтому не удивляйтесь, если ваши друзья, знакомые, родственники или коллеги предпочтут сегодня остаться дома, а не пойти, например, на встречу, на какую-то вечеринку или мероприятие. Также сегодня отличный день для уединения и заботы о себе. Из-за общей замедленности и склонности к откладыванию дел лучше сегодня не планировать важных переговоров или деловых встреч. Партнеры могут быть не готовы сегодня к принятию решений или обсуждению новых проектов. Понимание и терпение станут вашими лучшими помощниками на этот день, 9 июня. Несмотря на общее снижение активности, этот день можно использовать все-таки с пользой. Благоприятные грани аспектов этого дня включают удачный шопинг и эффективность косметических процедур. Если вы давно планировали обновить гардероб или провести день, занимаясь уходом за собой, то знаете, что именно 9 июня это тот день, который идеален для таких дел. Сегодняшний день идеален и подход для покупок. Марс в Тельце стимулирует тягу к материальному благополучию и красивым вещам. Можно найти действительно стоящие и качественные вещи. Луна в Раке благоприятствует и уходу за кожей, волосами и телом. Посещение спа-салона, массаж или домашние процедуры принесут вам обязательно отличный результат. Давайте теперь посмотрим, что же нам говорит лунный календарь на этот день, друзья, 9 июня. Итак, по лунному календарю у нас с вами уже растущая луна в знаке зодиака Рак, и сегодня у нас с вами именно четвертые лунные сутки. И обращаем ваше внимание, что сегодня люди будут более чувствительными и склонными к эмоциональным реакциям. Важно проявлять терпимость и понимание как к себе, так и к другим людям. Это время благоприятное для решения семейных вопросов, укрепления родственных связей, общения с родственниками и создания гармоничной атмосферы в доме. Внимание сегодня стоит уделить своему внутреннему состоянию, медитациям и духовным практикам. Интуиция будет особенно сильной и стоит доверять своим внутренним ощущениям. В этот день полезно заботиться о своем здоровье, особенно о пищеварительной системе. Луна в знаке зодиака Рак может обострить чувствительность желудка, поэтому все-таки стоит избегать сегодня тяжелой и нездоровой пищи.
Также обращаем ваше внимание, что четвертые лунные сутки являются временем анализа и планирования. Этот день требует осознанного подхода как к действиям, так и к своим мыслям. Сегодняшний день благоприятен для обучения, для получения новых знаний и работы с информацией. Интеллектуальные задачи будут решаться сегодня намного легче, чем обычно. Луна в знаке зодиака Рак будет способствовать и креативности. Можно заняться сегодня творчеством, рукоделием, написанием или любыми другими видами творческой деятельности. Но из-за повышенной чувствительности сегодня могут возникать эмоциональные конфликты, поэтому важно избегать споров и недоразумений, проявлять терпимость и понимание. В этот день существует риск переедания из-за эмоциональных перепадов, поэтому стоит внимательно следить за своим рационом и старайтесь сегодня избегать нездоровой пищи. Также Луна в Раке может склонять людей к пассивности и лени, поэтому важно сохранять активность и не откладывать важные дела на потом. Что же касательно лунного календаря здоровья на 9 июня, то обращаем ваше внимание, что Рак сегодня усиливает эмоциональную чувствительность, поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием. Стресс и негативные эмоции могут оказывать сильное влияние на физическое здоровье. Рекомендуем заниматься медитацией, йогой или другими расслабляющими практиками, чтобы сегодня обязательно сохранить внутренний баланс. Луна в Раке акцентирует внимание на желудке и на пищеварительной системе. В этот день стоит избегать тяжелой и жирной пищи, которая может вызвать в этот день дискомфорт. Предпочтение следует отдавать легким и все-таки здоровым продуктам питания. В том числе не забывайте про овощи, фрукты и, конечно же, зелень. Полезно сегодня также пить травяные чаи, которые успокаивают желудок. Также сегодняшний день, обращаем ваше внимание, благоприятен для укрепления иммунной системы. Можно принимать витамины, добавки и иммуномодуляторы. Полезно также проводить процедуры закаливания, такие как, например, контрастный душ. Подпитайтесь сегодня легко и сбалансированно. Избегайте тяжелых блюд и пищи, которая может вызвать проблемы с пищеварением. Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Занимайтесь сегодня и практиками, которые помогут расслабиться и снять стресс. Это может быть медитация, это могут быть дыхательные упражнения, это могут быть прогулки на свежем воздухе или даже занятия творчеством. Умеренные физические нагрузки благоприятно скажутся на вашем здоровье. Йога, плавание или легкие упражнения – все это поможет поддерживать тело в тонусе и, что немаловажно, улучшить общее самочувствие. Луна в Раке благоприятствует и уходу за кожей. Проведите домашние косметические процедуры, такие как используйте маски, пилинги и увлажняющие процедуры. Используйте натуральные средства для ухода за кожей, чтобы избежать аллергических реакций. Также сегодня есть и определенные опасности, на которые вам стоит обратить внимание. В этот день эмоциональное напряжение может особенно сильно сказываться на здоровье, поэтому избегайте конфликтов и любых стрессовых ситуаций. Старайтесь сохранять спокойствие и гармонию. Луна в Раке может усиливать склонность к аллергиям, поэтому будьте осторожны с новыми продуктами и косметическими средствами, чтобы избежать сегодня нежелательных реакций. Что же касательно лунного календаря денег, то сегодняшний день, 9 июня, благоприятен для анализа текущего финансового положения и планирования будущих расходов. Разработка бюджета и долгосрочных финансовых планов сейчас будут особенно для вас эффективна. Луна в знаке зодиака Рак благоприятствует сделкам с недвижимостью и улучшению жилищных условий. Это хорошее время для покупки, продажи или аренды недвижимости. Также сегодня можно рассмотреть инвестиции в ремонт и благоустройство вашего дома. Также сегодняшний день подходит для обсуждения финансовых вопросов с членами семьи. Совместное планирование бюджета и распределение обязанностей помогут укрепить финансовую стабильность семьи. Кроме того, Луна в Раке усиливает эмоциональную чувствительность, что может привести к импульсивным покупкам. Поэтому сегодня старайтесь контролировать свои желания и принимать финансовые решения на основе логики и анализа, но ни в коем случае не на основе эмоций. Сегодня важно учитывать мнение и потребности всех членов семьи при планировании крупных расходов или инвестиций. Совместное обсуждение поможет избежать конфликтов и создать гармоничную
позитивную атмосферу. Также обращаем ваше внимание, что финансовые вопросы сегодня могут стать причиной семейных конфликтов, поэтому старайтесь обсуждать любые финансовые планы и проблемы спокойно и конструктивно, чтобы избежать недоразумений и разногласий. В этот день стоит избегать рискованных и плохо продуманных финансовых вложений. Тщательно анализируйте все возможные риски и консультируйтесь с финансовыми экспертами перед принятием важных решений. Что же касательно карты Таро на этот день, 9 июня, то выпала карта, друзья, Верховная Жрица. И она нам подчеркивает сегодня, в этот день, 9 июня, важность доверия к своей интуиции. Поэтому в этот день очень важно доверять своей интуиции и тем ощущениям, которые вы получаете извне. На логику сегодня старайтесь меньше рассчитывать. Кроме того, карта указывает еще и на наличие каких-то скрытых факторов или знаний, которые могут быть сегодня раскрыты. Поэтому сегодня это время для исследования своих внутреннего мира и понимания глубоких истин. Да, день требует осторожности и размышления. Вместо активных действий стоит сегодня сосредоточиться на анализе и созерцании. Очень важно, чтобы вы сегодня прислушивались к своей интуиции, к своим внутренним чувствам. Если вы столкнетесь с какими-то трудными решениями или неясными ситуациями, обращайтесь к своей интуиции за ответами, она вам обязательно поможет. Также сегодняшний день благоприятен для исследования скрытых аспектов жизни. Это может быть изучение духовных практик, медитация, чтение литературы, которая поможет раскрыть ваши внутренние истины. Кроме того, карта Жрицы призывает нас к осторожности и к размышлениям. Поэтому сегодня избегайте поспешных решений и активных действий. Вместо этого сосредоточьтесь на анализе ситуации и на планировании. Кроме того, Верховная Жрица связана с миром символом и подсознательного. Обратите внимание на сны и знаки, которые могут появляться сегодня в течение дня. Они могут содержать важные послания и важные подсказки для вас. Сегодняшний день также благоприятен для исследований и обучения. Возможно, стоит сегодня обратить внимание на скрытые возможности и ресурсы, которые могут помочь в профессиональном росте. Также сегодня важно избегать споров и конфликтов на рабочем месте, сосредоточившись именно на анализе и на планировании. Финансовые любые решения принимайте сегодня только с осторожностью. Изучайте все возможные варианты и избегайте сегодня рискованных вложений. Сегодня лучше сосредоточиться на долгосрочном планировании и анализе текущего финансового положения. Что же касательно совета от Архангела Михаила, то обращаем ваше внимание, что напоминает Архангел Михаил нам сегодня о важности защиты себя и своих близких от негативных влияний. Это может быть как физическая защита, так и духовная. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы воспользовались возможностью провести практики, используйте свечи, благовония, молитвы, например. Зажгите свечу и произнесите молитву, обращенную к Архангелу Михаилу, прося его о защите и поддержке. Также представьте, что вы окружены белым светом, который отражает любой негатив, который, возможно, поступает к вам или в вашу жизнь. Визуализируйте этот свет, создавая вокруг себя защитный барьер. Кроме того, Архангел Михаил символизирует силу и мужество. В этот день он советует находить в себе внутренние резервы для преодоления любых трудностей. Кроме того, сегодня настало время для принятия важных и решительных шагов. Не бойтесь изменений и вызовов, которые могут возникнуть на вашем пути. Все свои силы и настойчивость помогут вам преодолеть сегодня любые препятствия. Помните, что у вас есть поддержка от высших сил. Только ваша задача обращаться в любой момент, который вы считаете нужным. Вне зависимости, у вас все хорошо или у вас достаточно плохо. Помните о том, что высшие силы, начиная от ангела-хранителя, от высших сил, от Бога и так далее, они не вникают в ситуацию. То есть они ждут того момента, чтобы вы обратились, потому что
что многие вещи зависят именно от вас. Если представьте себе, что не вы будете контролировать свою жизнь, не вы будете архитектором жизни, а будут высшие силы, то будет просто-навсего хаос. Так что обращайте на это особое внимание. Ну и давайте сегодня, друзья, поговорим о растениях, которые рекомендуем вам посадить. Тем самым вы сможете открыть легкую судьбу и наполнить вашу жизнь гармонией. Первое – это лаванда. Это одно из самых известных растений, которое символизирует спокойствие и защиту. Ее аромат обладает успокаивающим эффектом и помогает снять стресс или тревогу. Посадка лаванды в вашем саду или на подоконнике привлечет в дом умиротворение и гармонию. Лаванда также считается защитным растением, способным отгонять негативные энергии и оберегать дом неприятностей. Далее базилик. Вы знаете, что базилик известен своими магическими свойствами и символикой удачи. Именно базилик – это то растение, которое привлекает процветание и успех. Посадка базилика поможет вам обрести финансовую стабильность и открыть новые возможности для роста и развития. Далее мята. Посадка мяты в вашем саду или на подоконнике принесет вам вдохновение и поможет, что немаловажно, справиться с усталостью. Мята также известна своими лечебными свойствами, она поможет улучшить пищеварение и укрепить иммунитет. Далее розмарин. Именно это растение поможет улучшить концентрацию и стимулирует умственную деятельность. Именно посадка розмарина в этот день, 9 июня, поможет вам обрести ясность мыслей и повысить продуктивность. Розмарин также символизирует преданность и любовь. Его аромат напомнит вам о важных вещах и поможет сохранить гармонию в отношениях. Итак, вы выбираете сами для себя на интуитивном уровне, какое же вы растение хотите посадить. Когда будете садить растение, обязательно произнесите слова. Эти слова будут в описании, друзья, к этому видео, потому что у лаванды, базилика, мяты и розмарина будут разные магические слова, которые вам нужно будет произнести. Вот такой, друзья, день у нас с вами 9 июня. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Также благодарим всех за донаты, которые вы нам отправляете. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, услышимся в следующем видео.